значит, что интересно, масонский след до сих пор присутствует в архитектурных артефактах северной столицы. И об одном из них, самом ярком и доселе неизведанном до конца, поговорим сегодня с распространением его в пространстве и времени. Некогда отдаленная окраина Петербурга, впрочем, и поныне эта местность, далеко отстоящая от центра, Троицкое поле, получившее название еще в XVIII веке благодаря тому, что на его краю, в селе Александровское, что находилось на левом берегу Невы, меж впадением в нее реки Ижора и Александра Невской лаврой, была выстроена, бесспорно, самая необычная в архитектурном решении церковь, храм Святой Живоначальной Троицы. Заказчиком храма, построенного в 1885-87 годах, был владелец Александровского, генерал-прокурор Петербурга и по совместительству директор императорского фарфорового завода, что находился, да и ныне находится поблизости, князь Александр Вяземский, между прочим, близкий предок князя Петра Вяземского, ближайшего друга Пушкина и одного из самых выдающихся масонов того времени. Нам неизвестно, был ли Александр Вяземский масоном, учитывая его государственные посты при Екатерине Великой. Это обстоятельство могло скрываться, причем очень тщательно, ибо после Великой революции во Франции 1789 года, решающую роль в которой как раз и играли масоны, деятельность их лож в Петербурге, да и во всей Российской империи, оказалась под полузапретом, во всяком случае государственными структурами не приветствовалось нисколько. Тем не менее, подозрения в масонстве князя Александра Вяземского есть, и связаны они, в частности, с выбором архитектора для заказанного им храма Николая Александровича Львова. О, этот Львов был фигурой крайне примечательной. Недаром еще при жизни он получил прозвище русского Леонардо да Винчи. Выходец из дворян Тверской губернии, где по сей день сохранилось его имение с его же чудными постройками. В молодые годы Львов служил в гвардии, позднее стал служить по дипломатической линии, которая и занесла его в Северную Италию. И вот там наш самородок открыл для себя творчество Андреа Палладио, наверное, самого выдающегося практика и теоретика поздней ренессансной архитектуры, сформировавшего в своем творчестве, являющемся синтезом мотивов античности и современной Палладио ренессансной архитектуры, стиль, известный как классицизм. И вот что интересно, палладианство Львова оказалось настолько созвучно архитектурным вкусом Екатерины и ее двора, и в наибольшей степени, конечно, главному специалисту по искусству среди екатерининских вельмож, светлейшему князю Потемкину, что на Львова мигом посыпались заказы, благодаря которым ныне Николай Александрович более известен не как чиновник и дипломат, а именно как архитектор, построивший, в частности, Санкт-Петербургский почтамт и Приоратский замок в Гатчине. Но помимо архитектурных интересов, поездка в Италию пробудила у Львова интерес к тайным обществам, и, по всей видимости, там же, на севере Апеннин, он прошел обряд инициации в одну из масонских лож, что в те времена было естественным для того, кто решил всерьез заняться архитектурой. Ведь масоны, точнее франкомасоны, в буквальном переводе вольные каменщики, ведут свою родословную от тайных цехов средневековых строителей готических соборов, и тайны их сообществ имели не столько религиозную, сколько чисто технологическую подоплеку, то есть лишали конкурентов знаний. Ко временам Львова это, конечно, уже не было столь актуальным, как в XIII-XIV веках, но связь масонства с архитектурой оставалась и соблюдалась нерушимо, и многие русские архитекторы и их покровители принадлежали к масонству.
масонским ложам. Например, инициатор постройки Казанского собора граф Строганов и его крепостной архитектор собора Андрей Воронихин, Чарльз Камерон, украшавший Павловск и Царское село, Веченцо Брема, Джакомо Кваренги, автор Таврического дворца Старов и имя им Легион. Что интересно, лишь в творчестве Николая Львова масонские символы стали структурообразующими. И именно в этой Троицкой церкви, которую мы сейчас изучаем, и которая в народе получила название Кулич и Пасха. Все из-за формы. Колокольня видом напоминает пасхальный кулич, а сам храм – известное блюдо из творога. В реальности же дело, разумеется, не в этом, а в том, что верный палладианец и масон Львов воплотил в этом храме основные положения мистической масонской доктрины. Колокольня храма имеет форму пирамиды, отсылая вовсе не к египетским гробницам фараонов, а к мраморной пирамиде Цестия, что в Риме возле ворот Сан-Пауло. И эта пирамида в свое время стала местом масонских собраний. И эта пирамида, гробница Цестия, стала одним из символов масонства. Именно она со всевидящим оком изображена на самой масонской валюте в мире, на долларовой банкноте. Помимо чисто исторического, пирамида у масонов являлась еще и символом преодоления смерти, а также, ибо учение масонов вобрало в себя некоторые идеи средневековых алхимиков, символом печи трансмутаций, в которой неблагородные металлы при помощи философского камня преображаются в золото. Само же здание храма, выполненное в форме ротонды под куполом, в масонской доктрине есть выражение жизни вечной и причастности к тайным высшим силам. Вот так, проходя к храму, мимо колокольни, в которой, по задумке Львова, была оборудована крестильная, человек как бы трансформировал свое бытие от материального и временного к духовному и вечному. Увы, оригинальность, как архитектурная, так и идеологическая, сослужили храму недобрую службу. Он оказался неудобен для богослужений в качестве приходского, поэтому, чтобы расширить его площади, в 1858 году к входной части был пристроен притвор, а к алтарной – тамбур, сильно изменившие и даже исказившие замысел Николая Львова. Точно так же был искажен и интерьер церкви, изначально пестревшей масонской символикой, от которого, впрочем, не сохранилось никаких изображений. В XIX веке он был заменен на скучный, среднестатистический для России декор. Впрочем, в истории этого храма есть несколько очень интересных моментов. Первый тот, что на его территории в 1874 году крестили будущего верховного правителя России адмирала Александра Колчака, и документ о его рождении свидетельствует. В метрической 1874 года книге Троицкой церкви села Александровского Санкт-Петербургского уезда под номером 50 показано: морской артиллерии у штабс-капитана Василия Ивановича Колчака и законной жены его Ольги Ильиничны Колчак, обоих православных и первобрачных. Сын Александр родился 4 ноября, а крещен 15 ноября 1874 года. Восприемниками его были штабс-капитан морской Александр Иванович Колчак и вдова коллежского секретаря Дарья Филипповна Иванова. Второй момент – это то, что, несмотря на гонения, обрушенные на религию большевиками, несмотря на то, что подавляющее большинство храмов Петрограда, вскоре мутировавшего в Ленинград, были закрыты и перепрофилированы, Троицкая церковь продолжала принимать прихожан. Здесь по-прежнему служили литургии, крестили и причащали, и выслушивали исповеди. Почему?
Этого не знает никто. Возможно, секрет кроется именно в масонстве, ибо известно, что многие из тех, кто устроили Октябрьский переворот, либо сами были членами масонских лож, либо получали от масонов финансовую помощь, и храм, не чуждый масонству, до поры до времени не трогали. Собственно, это продолжалось до самого начала Большого террора, в который был вырезан весь состав так называемой Ленинской гвардии и, разумеется, все те, кто тайно или явно принадлежали масонскому движению, ибо ни Сталин, ни его присные уже не имели ни к масонству, ни к первоначальному революционному движению никакого отношения и, стало быть, не могли и не хотели испытывать кому бы то ни было никакой благодарности. В силу этого, на фоне жесточайших чисток, которым подверглись все ленинградцы, от руководства уничтоженного в прямом смысле и в полном составе до простого населения, под шумок доконали и религию, закрыв последние церкви, в том числе и эту. В начале 10 октября 1937 года был арестован и 5 декабря расстрелян ее последний настоятель, протоиерей Леонид Дьяков. А в марте 1938-го Троицкая церковь была окончательно закрыта и переделана под сельский клуб, что повлекло за собой окончательное уничтожение ее интерьерного декора. В частности, бесследно пропала икона Святой Живоначальной Троицы, бывшая на протяжении многих лет главной святыней этого храма. Эта икона была пожертвована крестьянам села Александровского в 1827 году. Но, выражаясь библейским языком, вся эта мерзость запустения продолжалась всего 8 лет, а 17 апреля 1946 церковь вновь открылась для богослужений. Впрочем, тут причины понятны. После войны руководство разрушенной и истерзанной страны сообразило, что одними коммунистическими лозунгами и расстрельными списками каши не сваришь, и вновь обратилась за помощью к религии. Поскольку Троицкая церковь, в общем-то, сравнительно неплохо сохранилась, не считая, конечно, утраченного декора, то ее судьба оказалась благостной. И с тех пор, кстати, богослужения в ней не прерывались. Торжественное освящение храма совершил 1 июня митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий. Вскоре всем миром начали собирать святыни из все еще закрытых храмов, из полуподпольных общин, даже из архивов и музеев. К примеру, синий с золотом иконостас середины XVIII века, удивительный образчик барочного искусства времен Анны Иоанновны, был передан из Благовещенской церкви на Васильевском острове, из находившегося на хорах этой церкви предела во имя зачатия Иоанна Предтечи. Кроме того, из храма, находившегося на Колпинском кладбище, совсем недалеко от Троицкого поля, в Троицкую церковь сестрами Пискаревыми была принесена чудотворная икона святого Николая Мирликийского, обретенная еще в 1713 году. Сестры спасли ее перед самой войной, хранили в тайне все военное лихолетие и в 1947 пожертвовали ее этому храму. Впрочем, сегодня в Троицкой церкви находится список с этой иконы, а сама она, пережив многое, вернулась в восстановленный из руин Колпинский храм в 2013 году, заняв там почетное место на южной стороне алтаря. И, наконец, самое главное. В настоящее время в храме Живоначальной Троицы находится особо чтимый образ Божьей Матери всех скорбящих, радость с грошиками. Об этом образе стоит рассказать подробнее. Эта икона находится в Троицком храме с начала 30-х годов. Ее принесли тайно, не афишируя своих имен, верующие, вынеся и тем самым спася от гибели. Ибо церковь, где этот образ располагался, была закрыта в 1932 и заброшенная и потрескавшаяся окончательно была стерта с лица земли в 1934. Любопытно, что эта самая разрушенная церковь именно
именуемая Скорбященской или храмом в честь иконы всех скорбящих радости, была и создана лишь ради этой чудотворной иконы. И церковь эта тоже заслуживает самого пристального внимания, и с ней связана поистине мистическая история. В XVIII веке рядом с императорским фарфоровым заводом, тем самым, который появился благодаря трудам и дням Михаила Васильевича Ломоносова, имелся также стекольный завод, обслуживающий нужды, разумеется, императорского двора. А территория стекольного завода включала в себя участок на берегу Невы, где, по легенде, в 1613 году было видение иконы Тихвинской Божьей Матери, она же Адигитрия, то есть указующее. Видение было послушнику Мартиниану, спасавшемуся в скиту на Невском берегу. Якобы сей отрок узрел Богоматерь со младенцем и указующий в сторону Ладоги рукой, ведомую святым Варлаамом Хутынским, преподобным Зосимой и Николаем Угодником. «Скажи воеводам и всем людям, — изрек чудотворец, — Пресвятая Богородица, общая молебница о роде христианском, умолила Сына Своего, Христа Бога нашего, избавить вас от врагов, и вы узрите милость Божию и победу». Послушник повиновался и поведал о своем видении на Невском берегу. По этому случаю состоялся молебен перед иконой, и чудо свершилось. Шведское войско, возглавляемое Якобом де Лагарде, заплутало в тумане и разбежалось, пораженное духовным знамением, ибо шведам показалось, что их окружает войско несметное. Так вот, на том самом месте, где был явлен чудотворный образ в окружении трех святых, еще в XVIII веке была сооружена деревянная часовня, и в этой часовне хранилась икона Божьей Матери всех скорбящих радости. Однажды, в августовскую ночь 1888 года, молния, ударив в часовню, привела к пожару, в котором вся часовня сгорела дотла. Но совершенно нетронутой огнем оказалась хранившаяся рядом с медной шкатулкой для пожертвований икона Богородицы. От жара пламени ящик, вероятно, расплавился или взорвался, и медные монеты, в нем хранившиеся, в количестве 12 штук, прилипли к иконе. После этого удивительного чуда нетленную икону стали называть «Богородицей всех скорбящих радостей» с грошиками. Чудо сие имело широчайший резонанс, дошло до императорской семьи, и ею был выкуплен участок, где находилась часовня. Было принято решение выстроить на том месте храм в честь этой иконы, дабы поместить в него саму чудотворную икону. Значительную часть денег на это выделил лично Александр III, посетивший это место. Другую часть составили пожертвования прихожан. Проект был заказан одному из лучших архитекторов того времени, Александру фон Гогену, тому самому, что прославился постройкой особняка Матильды Кшесинской и рядом расположенной мечети на Петроградской стороне. 12 июня 1894 года состоялась торжественная закладка храма, освященная лично митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Палладием в присутствии государя-императора Александра III и членов августейшей семьи. А уже через 4 года при следующем государе Николае II строительство храма было завершено. Росписью стен занимался художник Сергей Садиков, участвовавший помимо этого в отделке Кронштадтского морского собора и церквей Новодевичьего монастыря у Московской заставы. Слева от алтаря в храме был обустроен предел во имя пророка Илии и святителя Николая. Главной же особенностью храма стали стеклянные кресты, установленные на него купола в 1896 году. Особую же славу этому храму, совместившему в своем архитектурном облике черты византийского стиля и модного в те годы модерна, принесла схемонахиня Мария, она же Матрона Петербургская, молившаяся в нем в течение 16 лет, известная также под именем Матронушки Босоножки, умершая в 1911 году и захороненная по личному соизволению общавшегося с ней Николая II возле храмовой стены. И к ее могилке мы сейчас направляемся.
После Октябрьской революции Скорбященская церковь некоторое время продолжала действовать, хотя в январе 1918 года ее настоятель, протоиерей Петр Скипетров, был застрелен в ходе конфликта с отправленным в Александро-Невскую лавру отрядом революционных матросов. А в 1922 из церкви были изъяты почти что все ценности, включая ризницу. Тем не менее, Скорбященская церковь функционировала до ноября 1932 года, но год спустя была закрыта и, как было уже сказано в первой части фильма, начала разрушаться. Вскоре была разобрана по кирпичику до самого фундамента. Удивительно, но икона с грошиками вновь явила чудо. Она исчезла незадолго до закрытия храма, и ее местонахождение было неизвестно вплоть до 1946 года, когда она объявилась во вновь открытом после 8 лет Троицком храме. Еще в конце 90-х годов прошлого века было принято решение о восстановлении Скорбященского храма. Благо, все чертежи фон Гогена прекрасно сохранились, и с 2017 года началось ее восстановление, а 18 января 2019 года были освящены изготовленные для него кресты. В 2019 году, 5 августа или же 23 июля по старому стилю, в престольный праздник Скорбященской церкви, чудотворная икона с грошиками на один день впервые вернулась в храм, а после вновь заняла свое место в церкви Святой Живоначальной Троицы, где каждый может узреть ее воочию.